Привет, друзья! Сегодня мы готовим баранину. Это самый простой рецепт приготовления мяса. Если вы баранину не любите, смело меняйте на говядину, но говядина должна быть с косточками и с небольшим количеством жирка. Для приготовления мяса по нашему рецепту понадобится только мясо, лук и специи, ну еще и соль с перцем. Приступаем. Мясо мы приготовили заранее, его порубили, мы помыли. Мелкие косточки удалили. Теперь нам осталось порезать лук и сложить все в кастрюлю. Режем лук. Мяса у нас много. Здесь у нас около 4 килограмм. Поэтому вот на все это мясо мы положим практически весь этот лучок. И обратите, пожалуйста, внимание, мы готовим наше мясо без растительного масла. Мы сейчас находимся на Кавказе, а как вы знаете, что Кавказ отличается долголетием, и все долгожители ели много мяса и много зелени. Вот мы это все и приготовили. Теперь берем большую кастрюлю и будем выкладывать слоями. Слоями мы будем выкладывать, потому что у нас мяса много. Если у вас мясо килограмм или полтора, можно сразу нарезать весь лук, сложить в кастрюлю, положить мяско, посолить, поперчить и добавить специи. Но у нас вот такой вариант. У нас будет много народу, мы поэтому будем все это делать слоями. Мясо у нас какие части? Лопатка, шея и ребра. Мясо очень свежее. Сегодня утром его принесли с рынка. Так, вот мы это сюда сложили, можно снять. Лук режем достаточно крупно, потому что мясо будет готовиться долго, но результат вам понравится обязательно. Добавим еще лучка. Теперь мы посолим, поперчим. Это по вкусу. И из специй у нас зира и молотый кориандр. А теперь все перемешаем. Мясо очень свежее и пахнет молоком. Это верный признак свежести. У многих есть предубеждение, что баранина вонючая. Воняет, наверное, не очень подходящее слово для еды, не свежее мясо. Свежее мясо обладает очень приятным запахом. И еще баранина считается, почему полезно мясом? Потому что баран ест исключительно траву. И в бараньем мясе содержится оптимальное количество жиров омега-3 и омега-6, что, конечно, оздоравливает наш организм. Наверное, так можно сказать? Можно? Конечно, можно. Вообще мужчинам это блюдо должно понравиться. Смотрите, какие тут брутальные косточки. Прям для мясоедов. Теперь дорежем оставшийся лук. И, кстати, лук мельчить совсем не нужно. Можно резать достаточно крупно. Лук порезали. Опять его помещаем в кастрюлю. Солим. Те же специи, перчик. Все как в первый раз. Кориандр. И осталось добавить перчика. И еще раз тщательно все это перемешаем. Все готово. Наше мясо выглядит так, как будто мы его замариновали на шашлык. Но в отличие от шашлыка, здесь есть один плюс. Шашлык требует постоянного вашего присутствия. Мы же свое мясо поставим на огонь. Сейчас мы услышим такие характерные звуки, когда начинает закипать жидкость, как шкварчание. Огонь мы уменьшаем, накрываем крышкой и ждем 1,5, может быть 2 часа, потому что мяса много. При этом не забываем контролировать процесс, потому что когда мясо свежее, оно готовится все-таки быстро. И чтобы наше блюдо не утратило красивый вид, нам не нужно, чтобы мясо стало отделяться от косточек, потому что красота при этом вся пропадет. Контролируем. Огонь мы уменьшаем, накрываем крышечкой, засекаем время. Через 1,5 часа придем и посмотрим, что у нас получается. 1,5 часа прошло. Я думаю, что наше мясо готово. И вот посмотрите, как оно выглядит. Это даже не тушеное мясо. Это мясо, приготовленное в собственном соку и
в луковом соке. Я думаю, что как бы диетичнее и полезнее быть не может, и при этом еще очень вкусно. Причем мы не раз угощали наших друзей таким мясом. Всем очень нравилось, всем было очень вкусно, все были довольны. Вот сейчас нам осталось его выложить на тарелочку. Вот такая у нас косточка, очень симпатичная. Теперь выкладываем на остальные кусочки. Ну вот, можно теперь пробовать.